Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание вещам и предметам, которые не стоит принимать как подарок или в дар, для того, чтобы не навлечь на себя порчу. Обязательно досмотрите это видео до конца и используйте эту информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, любой предмет можно сделать разносчиком негатива, но большинство колдунов этого не знает. Потому что, как правило, берут какую-то старенькую информацию, которую они знали многие годы. А значит, некоторые вещи наиболее опасно принимать в дар от тех, кому вы не можете до конца доверять. И первое – это веник. Считается, что если подарить жертве испорченный веник, то он будет выметать из ее дома удачу и здоровье. Но даже если и в буквальном смысле, подметать вы ним не будете. Достаточно того, что вы приняли такой подарок в дар. Поэтому будьте осторожны, и лучше всего, если вы будете для тех, кто к вам приходит в гости, ваши друзья, знакомые, родственники, вы будете прописывать те подарки, которые они должны принести. Что мы здесь имеем в виду? То есть, если к вам приходит человек или планирует прийти, он звонит, вас спрашивает, а какой подарок, например, принести на новоселье, на день рождения или еще на какой-либо праздник, лучше оговаривайте или просите, чего человек не принес, чтобы он понимал. То есть, знаете, для этого люди и спрашивают, а что тебе подарить? Потому что, возможно, у вас это есть, или вам это не нужно дарить. Поэтому обязательно всегда постарайтесь подвести разговор именно к этому вопросу. Далее, любые лакомства. Вы должны понимать, что через сладости, как правило, печенье, конфеты наводят порчу. И достаточно всего лишь одной конфетки или достаточно всего лишь одного печенька для того, чтобы человеку сделать гадость, на человека наслать порчу. И особенно будьте внимательны и осторожны касательно ваших детей и внуков. Объясните деткам, чтобы они из чужих рук, от тех людей, которых они точно не знают, ничего не брали в рот. И вообще не ели, не брали с рук чужих людей. Потому что детки, они, как правило, не понимают, не воспринимают информацию. И для них конфетка – это все самое вкусное. А потом оказывается, что ребеночек начинает болеть, у него появляются проблемы, и это все накладывается на более глобальный, знаете, такой более масштабные проблемы. Поэтому, пожалуйста, никогда старайтесь ребенка, во-первых, научить, и потом сами. Лучше пойдите сами ребенку купить эту конфетку, шоколадку, но никогда не берите из чужих рук. Да и сами, особенно если вы работаете в коллективе, где как минимум 5-10 человек, то ли это у вас отдельный отдел, то ли это у вас компания, холдинг, то будьте осторожны. Во-первых, сами себе делайте чай, кофе, то есть вы будете уверены в том, что вы делаете, что это не навредит вам. Также старайтесь не оставлять чашку свою с кофе, с чаем, чтобы вам ничего не подсыпали. Это касается и мужчин, то есть не только женщин, потому что женщины есть разные, и напоив мужчину непонятно чем, можно и разрушить другую семью и привести к многим негативным последствиям. Поэтому, чтобы такого не было, и никому не разрешайте готовить чай, кофе для вас. Встаньте, заодно сделайте зарядочку и пойдите себе сделайте чай, кофе. Даже если вы считаете, что это ваша самая любимая подруга.
Далее игольница. Вы должны понимать, что этот старенький, этот предмет, и это достаточно старый способ, чтобы нанести жертве множество именно точечных ударов черной магии. Поэтому все, что касательно иголок, ножей, любых колющих и режущих предметов, все их, во-первых, не принимайте, а во-вторых, будьте очень осторожны, чтобы не навредить себе. И далее у нас растения. И тут негатив, вы знаете, обычно кроется не в цветке как таковом, а в том, что было сделано вот самой землей в этом цветке. Потому что может быть и так, что тот человек, который вам подарил цветок, как видите, он такой достаточно красивый, яркий, но земля взята, например, с какой-то кладбищенской могилочки. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны здесь тоже. Далее религиозная атрибутика. Вы знаете, некоторые делают пакости именно через церковную магию. Поэтому мы не советуем принимать в дар от тех людей, кому вы не доверяете. Это могут быть разные иконки, это могут быть крестики, это может быть кольцо, например, «Спаси и сохрани» и так далее. То есть никогда не принимайте, то есть не ведитесь. Далее свечки, даже декоративные. Стоит вам ее зажечь, как магия включается на полную силу. А когда свечка догорит до конца, все станет совсем плачевно. То есть запускаются определенные процессы, и в воздухе начинают уже активизироваться те или иные процессы. Поэтому не стоит принимать свечки в дар. Далее украшения. Вы должны понимать, что ни в коем случае не принимайте ни бусы, ни цепочки, ни браслеты, в том числе и кольца. Потому что, как правило, такие украшения опоясывают и обвивают. И человек, даже одев, он даже не может говорить те слова, те речи, которые он говорил раньше. Далее банки, склянки. Помните о том, что они тоже являются носителем негатива. Если вы ними воспользуетесь, тем более, если вы делать любите, особенно закрутки. Далее расчески, зеркала и иные предметы красоты. Все эти вещички хорошо подходят, чтобы сделать на вас порчу, именно на красоту, также на ваше здоровье. Поэтому не стремитесь. И помните о том, что неважно, то есть вы получили подарок и потом осознали, поняли и решили выбросить. Помните, как только вы приняли подарок, он вам начал уже наносить вред. И теперь вам нужна будет именно только чистка. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны со всякими подарками, с предметами, которые вам пытаются подарить или навязать. Не принимайте, пожалуйста.